с неразборчивым шепотом, которое я сниму, конечно же. Но в то же время я подумала, что я должна сказать то, что должна. А именно, после того, как произошел скандал с фразой «А что ты сделала, чтобы тебя не били?», начался довольно сильный спор. И что меня удивило, многие согласились с тем, что есть комплекс жертвы, синдром жертвы, и что нравится жертве быть жертвой. Вы знаете, я ни в коем случае не психолог. Многие из вас знают, что меня выгнали из мединститута. Но даже в тот небольшой период моего обучения у нас была психология. И тогда я скептически вначале относилась к данному предмету, но со временем поняла, насколько неправильно я к нему относилась, и по сути это проблема именно моего образования, той среды, где я выросла. Насчет синдрома жертвы, если он, да, он есть, но здесь возникает проблема. Я что-то слышу, но не знаю, что это точно, потому буду говорить так, как хочется мне. Многие восприняли синдром жертвы как жертве нравится быть жертвой. Нет. Что такое синдром жертвы? Вообще хочется сказать, что психология — это очень обширная наука. Много чего не изучено. Нет ничего более сложного, чем наш мозг и его деятельность. И многие люди психологию воспринимают как что-то абстрактное, не имеющее отношения к реальным вещам или медицине. Для таких людей я хочу сделать небольшие, точнее сказать, небольшие примеры, что насколько сильно наше психологическое именно состояние влияет на наше физическое состояние. К сожалению, раньше были казни, когда людей застреливали, но и были очень добрые доктора, которые проводили эксперименты. И когда людей ставили в один ряд, выстреливали не во всех, но умирали все равно даже те, в которых не стреляли. Некоторые, конечно, нет, но об этом чуть попозже. А умирали они именно из-за психологии, из-за страха. Также пример, если, например, женщина очень переживает, у нее может прекратиться цикл. Психология. Ваш психический, психологический фон действует на ваш физический. Психология также это модели поведения человека. То, что у нас есть общего с животными
очень долгое время унижают, бьют, понижают ему самооценку. И я помню, когда я была еще в институте, нам говорили, что как раз-то с синдромом жертвы очень трудно работать, потому что когда человека опустили до земли, втоптали, а все еще другие сказали: а ты сам виноват. Вот из этого просто уничтоженной личности, у которой уже не осталось веры, что этот сам человек на что-то способен, потому что тот человек, кто его бил, унижал долгое время. И те люди вокруг, которые говорили: а что ты жалуешься? Иди от этого человека. А если вообще до этого дошло, сама виновата. Довели до того, что этот человек перестал жаловаться и закрылся в себе, стал очень неуверенным в себе, и у него появилась мысль: значит, наверное, я правда этого заслуживаю, потому что я такой плохой человек, я такое ничтожество. Конечно, это бывает у разных людей по-разному. У некоторых это бывает, когда все твоих родителей понижают их самооценку. У некоторых это развивается уже в взрослой жизни, в отношениях. Но жертве не нравится быть жертвой. Есть мазохизм, это отдельная тема, а есть именно жертва. И уйти человек не всегда может, если вы ребенок или подросток, живущий с родителями, которые так с вами обращаются. Куда вы пойдете? Никуда. Абсолютно. Но прожив до 18 лет и только потом уже уйдя от родителей, вы уже будете сломлены, вам уже будет сложно. К сожалению, в наших странах я бы сейчас могла сказать: идите к психологу. Но ты, я обычно на вы, а сейчас буду на ты, если у тебя так происходит, я знаю, что ты не можешь пойти. Психолог столько стоит, что нужно еще больше работать, больше страдать и стараться, чтобы пойти на один сеанс к психологу. И вообще никто не считается с твоим эмоциональным фоном. Все говорят, что если все плохо, ты сам виноват. Сам или сама ничего ты не сделал, чтобы это исправить. И тебе кажется, что и вправду мне бы хотелось дать какой-то очень быстродейственный совет, но поскольку к психологу